Всем привет! Меня зовут Алексей, и целую неделю я буду жить один в этой вилле в Индии абсолютно бесплатно. Давайте честно, вы мне верите? Я понимаю, я сам себе не верю. Но у меня есть доказательства. Да, вот эти ключи. О, кстати, это ключ от моего байка. Пойдем прокатимся. Классный звук. Этот байк я купил 2 недели назад на Гоа, чтобы доехать на нем до Гималаев. Я думаю, это отличный выбор. Ну ладно, это видео не про байк. Давайте покажу вам виллу. И вашему вниманию представляется трехэтажная вилла в 150 километрах от самого населенного города Индии – Мумбаи. И находится она в маленьком, невероятно красивом городке Игатпуре. Поехали! Так, ну где же мои ключики? Эй, бро, а пока я открываю этот замок, подпишись на мой телеграм-канал, там еще больше контента. Ссылка в описании. Открываем замок и добро пожаловать. И на первом этаже находится моя комната, она реально огромная. Кстати, видно, да, по интерьеру, что это моя комната, потому что я здесь уже немного обжился. И у этой комнаты реально нет никаких минусов. Вы посмотрите просто, какая это огромная кровать. И вся эта кровать только на меня одного. Ну ладно, все же есть один минус, но это не минус этой виллы и не минус этой комнаты, а это минус страны Индия. Здесь огромное количество насекомых, и особенно меня достают комары. Комары здесь не такие, как в России, они очень больно кусаются, но против них в этой вилле тоже есть оружие. Вот такие вот палочки с благовониями. Очень вкусное благовоние во всей Индии, просто невероятно обожаю этот запах, они еще и спасают от комаров. Ну, просто сказка. И у меня здесь есть свой личный туалет и душ, поэтому 3 факта про Индию, которые отличают нас в плане банальных процедур. Первое, в Индии не используют туалетную бумагу, а используют вот такую вот своего рода биде. То есть они этим просто подмываются. Это первый факт. Второй факт, во многих квартирах в Индии нет душевой. Они просто используют кран, огромное ведро, набирают огромное ведро воды и из этого ведра воды моются потом с помощью вот этого ковшечка. И последний факт. Почти везде в Индии нет горячей воды. То есть они моются холодной. Понятно почему, потому что здесь невероятно жарко и зачастую им просто не нужна горячая вода, потому что намного приятнее мыться холодной, когда у тебя на улице 40 градусов. Но здесь я принял невероятно крутой душ, потому что здесь стоит бойлер, а я привык к хорошему и теплому душу. На втором этаже находится огромная гостиная. И самый главный плюс этой комнаты в том, что здесь отлично ловит Wi-Fi. Именно поэтому Wi-Fi я и буду загружать вам видео на YouTube. Также здесь есть кресло-качалка, на которой можно спокойно отдохнуть тихим вечером и насладиться своей богатой жизнью. Ну, еще здесь есть кухня. Если нужно, конечно, то можно приготовить все, что тебе угодно. И самое крутое, что есть фильтр. Фильтр для воды. То есть тебе не нужно ехать в магазин покупать бутилированную воду. Ты можешь все сделать в этой вилле. И целый день никуда не выходить. И просто наслаждаться своей жизнью. Ну, а на третьем этаже находятся 3 таких же комнаты, как моя. Ничем не отличаются, но у них есть выход на балкон. И балконы здесь вот с таким крутым видом. Ну что, обзор виллы сделали? Теперь я буду хвастаться вам своим новым байком. Поехали прокатимся вон на ту гору. Но сначала нужно собраться в дорогу, поэтому рубрика «Что же в сумочке у travel-блогера в Индии?» Поехали! Первое – это защита от жары, потому что сейчас на улице около 40 градусов, и это реально опасно. Во-первых, это солнцезащитный крем. Обязательно минимум 50 SPF, потому что солнце будет лупить прямо сверху, и вы моментально сгорите, если не помажетесь. Это очень важно. Второе – это головной убор. Сейчас я поеду без шлема, потому что я не поеду куда-то далеко.
И поэтому обязательно головной убор, либо вам напечет голову. Также я возьму с собой солнцезащитные очки. Ну, потому что солнце, такое солнце просто невероятно слепит глаза. Ну и, конечно же, вода. Откуда? Из фильтра, который стоит у нас на кухне. Вода обязательно, потому что при такой жаре обезвоживание наступает моментально. Просто моментально хочется пить. И я еду где-то на 2 часа, и, скорее всего, этой воды будет недостаточно, мне придется докупать. Также помним, что мы с вами в Индии, и Индия очень опасная страна. Тут очень много всяких заразных бактерий, которые хотят вас отравить. Я уже 2 раза отравился в Мумбаи, поэтому понял то, что руки нужно мыть максимально часто. Вот есть возможность помыть руки, всегда помойте руки, потому что, ну вот тут грязные у вас руки, вот вы потрогали вот здесь вот у себя рот, и все, уже бактерии заползли к вам, и вы отравились. Поэтому обязательно антибактериальные салфеточки с собой и, конечно же, спрей, дезинфицирующий спрей. Брызгаем руки как можно чаще, моем с мылом, чтобы вы были чистые и ничего с вами не случилось. Потом всякая такая документация, тоже обязательно. Вдруг меня остановит полиция и что-то спросит, поэтому с собой загранпаспорт обязательно. Потом, значит, деньги. На всякий случай, вдруг мне нужно будет купить воды или решить проблему с полицией. Да, а решать проблему с полицией мне, возможно, придется, потому что у меня нет официальных международных прав. Да, у меня есть только вот такие вот. Это сувенирные права. Потому что я, когда был в России, не знал, что я буду покупать здесь байк, и не знал, что я буду ездить по дорогам Индии. Поэтому международных прав у меня нет. Но я хоть как-то сделал вот такие вот, как бы не настоящие, чтобы, если что, их показать и сказать, что настоящие у меня в номере, в отеле, а пока что я катаюсь. Ну и, конечно же, я же блогер. Всякие блогерские штучки с собой в дорогу, чтобы снимать для вас, что правильно, крутой контент. Первое — это микрофон DJI. Прямо сейчас я записываю на них звук, чтобы не было слышно ветра, чтобы не было слышно каких-то посторонних звуков. Обязательно. Вы чувствуете, какой хороший звук в этом видео? Все благодаря микрофонам DJI. И недавно я купил себе камеру Insta360X5. Потому что я купил себе мотоцикл в Индии, и я хочу снимать крутой мотоконтент для вас. Я не особо умею ей пользоваться, но обязательно вы увидите крутые классные кадры с мотопутешествия в этом видео. Конечно же, Invisible Stick для камеры Insta360, чтобы снимать классные видео, как будто бы с меня снимает дрон. Тоже не умею, пока не пробовал, но обязательно посмотрим, попробуем сегодня. На самом деле, то, что я захотел проехать на этом байке от Гоа до самых Гималаев, звучит очень безумно, потому что я никогда до этого раньше не катался на мотоцикле. То есть в Индии это вообще первый раз, мой первый опыт абсолютно. И то, что я нацелился на Гималаи, а именно в Гималаях, ребят, я хочу доехать до самой высокой деревни, где живет постоянное население в Индии, это где-то 4500 метров над уровнем моря, но это на самом деле реально сумасшедшая идея, потому что дороги там непростые, и как я это сделаю, я даже не представляю, но уже через 2 месяца я должен вернуться домой и должен пройти это путешествие именно на этом мотоцикле. Звучит безумно? Но, по-моему, я и похож на безумца, да? Ради таких моментов я и купил мотоцикл. Просто посмотрите, где я сейчас нахожусь. Изначально мой план был проехать всю Индию автостопом. Но я много путешествовал автостопом и знаю, что в такие места таким образом не заберешься. Я кучу раз, сидя в машине, проезжал невероятно крутые классные места, в которые я очень хотел заехать, но у меня просто не получалось, потому что я думал, тогда я не доеду до точки назначения, тогда я не доеду до места, которое нужно мне сегодня. Мотоцикл — это и есть свобода. Это то, что позволяет тебе быть мобильным. Хочу — поехал сегодня сюда, хочу — поехал сегодня туда. В любой город, в любое место, куда ты можешь доехать, ты можешь сделать это с помощью мотоцикла. Потому что
Даже на машине не везде можно заехать. Вот сюда на машине я бы не заехал. Мне бы пришлось идти пешком, потому что здесь очень узкая дорожка. Но на мотоцикле я здесь. Причем на таком мотоцикле. И представляете, вот такая красота сзади меня. А я даже не доехал до Гималаев. Поэтому, ребят, такая вставочка лирическая в середине видео. Если хотите посмотреть, как я доеду на Гималаи, то обязательно подписывайтесь на этот канал. Я хочу постить много роликов с этого путешествия на YouTube, больше снимать, больше раскрепощаться. Именно поэтому я приехал в Индию, чтобы пройти через все это, чтобы стать лучшей версией себя. Именно это должна дать мне Индия. Ну что, поехали дальше. У меня просто нет слов, потому что это настолько красиво. Индия не перестает меня удивлять. Но реально, я каждую секунду, когда сюда поднимался, думал, не сплю ли я, не во сне ли это все происходит, потому что, ну, это какая-то сказка. Видео можно было назвать по-другому. Можно было назвать видео «Живу свою лучшую жизнь». И самое интересное, что все это, весь сегодняшний день, все, что я показал вам в видео, стоило мне 0 рублей. Абсолютно ничего я не потратил. Единственное, я потратил только бензин, но я заправился еще вчера. Курсы финансовой грамотности. Сегодня мои деньги были полностью в сохране. Меня покормили бесплатно, дали мне жилье бесплатно, показали мне офигенную локацию. И я приехал сюда на мотоцикле. Это вау просто. И у вас, наверное, вопрос есть. Как ты это все сделал бесплатно? Как? Как? И я вам отвечу, как только приеду домой. Как только домой приеду, я вам отвечу, как же все это сделать бесплатно, как жить такую классную жизнь и не тратить ни рубля. Что же делать, чтобы кайфовать и быть свободным? И вот я наконец-таки дома. И знаете, ребят, вся магия заключается в том, что я просто живу здесь по каучсерфингу. Для тех, кто не знал, каучсерфинг – это приложение для путешественников. И оно создано для того, чтобы объединить всех путешественников в мире в одно большое сообщество и пропитать его духом каучсерфинга. И я вас не обманул, действительно, я живу здесь бесплатно, я живу здесь один. Вот, кстати, ключи от виллы, они до сих пор у меня. Просто сейчас хозяин этой виллы находится в Непале, и он приедет сюда через пару дней. Я ему написал, объяснил ситуацию, сказал, что я купил себе мотоцикл, путешествую по Индии. И он сказал, да, я сейчас не в Непале, но тебя может встретить мой друг. И меня реально встретил этот парень, с которым мы сейчас только что ужинали. И он предложил мне бесплатно еду. То есть он сказал, что он может приходить на завтрак, на обед и на ужин и угощать меня абсолютно бесплатно. Он так и сказал, for you it's free, no money need. И это меня удивляет реально, то есть, представляете, я живу один в вилле, меня бесплатно кормят. Но каучсерфинг это не про это, вообще не про это. Каучсерфинг это больше про гостеприимство, это больше про культурный обмен, это больше про то, чтобы вы прониклись духом местных ребят. Потому что когда вы просто так путешествуете и живете в отелях, это вообще не то. Потому что с вами общаются люди, которые работают в сфере туризма. И им вы не интересен, вы для них просто деньги. А здесь же вы общаетесь с местными ребятами, которые живут здесь, работают, вы понимаете их культуру, их смысл, как они проживают, что они чувствуют. И я считаю, что только так нужно путешествовать. Поэтому, если вы путешествуете, обязательно пользуйтесь каучсерфингом. Обязательно. Вот, собственно, сам хозяин виллы. Я его уговорил ответить на пару вопросов специально для вас. И первый вопрос. Why did you start hosting people? I like hosting because I can meet new people from different cultures. And when I'm not traveling, the world comes to me. So that is beautiful thing about hosting. When I won't be able to travel to those countries, but the people from those countries, different countries, they come and they share their stories, their experiences. It's true. Yeah, it's beautiful. The second question is, what's the bad thing
when you hosting people? What's the best thing? Yeah, what's the best thing? I think the best thing about hosting people is the cultural exchange. Oh, The different cultures you get to exchange. I can share my culture with the guest, and I get to learn about like your culture. And I also learned Indian culture. yeah, I think that's the best thing, that I get to learn about different cultures, different perspectives. Every guest has different perspective, different stories. Oh, yes, So that's the beautiful thing. it's true. Yeah. And the last question, кстати, специально для вас, подписчики. Why travelers should use couchsurfing? I think I believe that couch surfing is not just free accommodation. Yeah, it's right. Not just free stay. It is more about trust and the connection. Oh, I think, and when you are traveling, you can travel as a local instead of going as a tourist. You know, the local people, especially from couch surfing, someone hosts you, they take you around. As a tourist, you can go only to certain places, but as a host, local host, they can show you some hidden spots, hidden locations, or some places to eat, some good food you get to enjoy. I think that's the best thing. Like, people should be on couch surfing so they can offer some good things Yeah. about their village, their town, their city, and their culture. yeah, I agree with you. Yeah. So, thank you very much for this Nice to have you 3 here. days Yeah. together. It's good to have you. I think this was the great time, and I think we will meet in the future. Я до сих пор не верю в то, что сегодня происходит. Это какой-то сон. Максимально получаю от этого удовольствие. И что могу сказать вам? Если хотите следить за мной дальше, это только начало моего путешествия по Индии. Дальше будет еще круче, потому что дальше будет еще больше природы, еще больше классных и крутых мест. Дальше будет Раджастан, дальше Тадж-Махал, дальше Варанаси, дальше я уеду в горы. И, ну, там невероятная красота. Вы просто, не знаю, просто загуглите Гималаи. Если вы хотите следить за мной дальше, смотреть, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я только начинаю свой путь на ютубе в travel-сфере. И, конечно же, ребят, ждите новых роликов. С вами был Алексей. Всем пока.